Друзья, всем привет! Сегодня поговорим наконец-то о теплообменнике 651 мотора, как и обещал. Извиняюсь перед подписчиками за долгое ожидание. Дело в том, что распилили мы его еще 1,5 года назад, в мае 2020 года, в тот самый момент, когда я делал большое ТО на полумиллионном пробеге, и причиной замены моего теплообменника стала банальная течь из микротрещины. Хотя уже тогда начала появляться информация, что холодильник – одна из проблем стучащих моторов, что они забиваются и масло не охлаждается должным образом, однако никто до сих пор так и не объяснил, почему это происходит. И чтобы не быть голословным и быть аргументированным, я решил понаблюдать в течение года за информационным полем на эту тему и сделать материал на основании фактов неправильной эксплуатации 651 мотора. Я даже дождался, пока СТО Ковш распилит и объяснит причины, почему холодильник продувается или нет, но, по-моему, они и сами не поняли, в чем там дело. Кстати, у них вышло очень познавательное видео по маслонасосу, и я рекомендую его всем посмотреть и оставить в покое тему о заглушке регулятора давления масла. В тот момент, когда мы занимались техническим обслуживанием моего автомобиля, рядом в мастерской стоял 212 со стуканутым 651 мотором, и я внимательно изучил навесное и был в шоке от того, в каком состоянии теплообменник. Фото я приложу чуть-чуть попозже. Сейчас давайте разберем мой старый теплообменник, который продувался и выполнял свою функцию без проблем. Как мы все знаем, в верхней части у нас 1000 мелких сот. Это сделано для того, чтобы увеличить площадь теплосъема проходящего антифриза, и они играют решающую роль здесь. Внутри мы нашли какую-то смытую прокладку, какой-то клапан из масляного канала, который оказался очень хрупким, потеки из-под уплотнительных резинок и в первую очередь масляного стакана. Но, к счастью, в антифриз ничего не попадало, и он оставался у меня всегда чистый. И здесь подходим к самому главному. Посмотрите, какая чистая алюминиевая поверхность за 500 тысяч пробега. Это говорит о том, что в двигателе был качественный оригинальный антифриз, разбавленный дистиллированной водой. Никаких рыночных заменителей мой двигатель за все время эксплуатации не знал. Хотя утечки 651 по контуру антифриза, как мы знаем, это хроническая болезнь. То помпа, то прокладки вокруг фильтра ЕГР, вечная головная боль, и долить какой-нибудь ерунды в дороге всегда шансы присутствуют. Многие не понимают, кстати, серьезность охлаждающей жидкости, не заморачиваются и льют всякий шлак, не меняя ее годами. Но с 651 мотором, друзья, это не прокатывает. Поэтому возите с собой хотя бы литр оригинального концентрата и не доливайте до бесконечности воду, тем более техническую. Потому что вы получите вот такую поверхность. Это, кстати, теплообменник со стуканутого мотора. Здесь мы видим явный перегрев. Видно, что мотор кипел или работал на запредельных температурах не один день и даже не один месяц, что оставило такую накипь на поверхности. Соответственно, все соты в холодильнике покрываются этим налетом, и теплосъем падает в разы. А так как 651 мотор очень горячий и работает на 100 градусах, то любые 5-6 градусов сверху – это уже запредельное значение, которое не охлаждают ни двигатель, ни масло, которое в свою очередь перегорает и превращается в жидкую воду, от которой и происходит сухое трение в двигателе со всеми вытекающими последствиями. Вообще, охлаждение 651 отдельная тема, я постараюсь обязательно сделать по ней материалы и поделиться с вами. Самое удивительное, что в сети есть и такие экземпляры коричневого цвета, которые мастера устанавливают на двигатель, не понимая, что ресурс давно уже выработан и что нужно посмотреть внутренние поверхности контура антифриза, возможно вычистить, хотя я сомневаюсь, что в таких запущенных случаях это возможно, и двигатель уже давно перегрет. Новый теплообменник может быть и дорогой, но лично я поставил с мотора 2016 года с пробегом 80 тысяч, цена вопроса около $50, и я не вижу причин танцевать с бубном с какими-то левыми производителями, которых хватает на 2 месяца эксплуатации. В любом случае узла хватает на 10 лет, и если вы все-таки ездите на Мерседесе, а не на телеге, то будьте добры отсыпать золотых. Здесь, кстати, совет тем, кто ищет Мерседес с 651 мотором, если есть возможность добраться до патрубка охлаждения или теплообменника, или ЕГР. На ЕГР, наверное, это сделать легче, он стоит сверху. Обязательно отсоедините и посмотрите на внутреннюю алюминиевую поверхность. Если она не чистая, если на ней жесткий налет и накипь, то этот двигатель, скорее всего, уже давно перегрет. Тема закрыта, друзья. Спасибо, что посмотрели этот ролик без рекламы. Всем удачи на дорогах. До новых встреч. Пока.